Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Павел, я вас приветствую на нашем канале Мир моделей. Сегодняшний наш обзор будет посвящен новинке от фирмы Звезда в 72-м масштабе, модель палубного истребителя Су-33. Вот. Хочу наших уважаемых зрителей показать та модель, которая выпускалась фирмой Звезды раньше. Сейчас выпускается она в таком виде. Чуть попозже я через некоторое время расскажу вам о содержимом коробки. А сейчас немножко история. Значит, Су-33 истребитель палубный был разработан специально для тяжелого авианесущего крейсера. Когда-то он назывался Тбилиси, потом он стал называться Адмирал флота Кузнецов. Этот истребитель по техническому требованию должен был быть создан на базе истребителя 4-го поколения Су-27. Он имеет многие компоненты, технические решения, переходящие именно из хорошо известной всем машины. Было выдано техническое задание. Самолет должен был иметь все те же великолепные характеристики, унаследующие от Су-27, но иметь определенные конструктивные особенности, необходимые для палубного истребителя, такие как складываемое крыло, позволяющее самолет опускать в ангар подпалубного пространства, также более развитое техническое радиолокационное оборудование, а также гак, позволяющий садиться самолету, цепляясь за тросы аэрофинишера. Вот. Данные исследовательские работы были проведены, и где-то примерно в октябре 1984 года летчик Пугачев совершил первую посадку на палубу авианосца. Были сначала несколько прототипов летало. В конечном итоге серия Су-33, которые были созданы, всего 26 штук. Это немного, но их эксплуатация была прервана нашими буйными 90-ми годами, когда не было даже средств на авиакеросин, и стоял авианосец очень долгое время на своей базе базирования. Поэтому серия довольно-таки незначительная, но очень высокий был уровень подготовки данных летчиков, что свело к минимуму потери именно машины, которые были потеряны в ходе эксплуатации. Но тем не менее такие случаи были. Но один из самых печальных моментов вот этого является тем, что командир 279-го отдельного истребительного полка морской авиации Тимур Апакидзе в звании генерал-полковника летом 2011 года во время показательного шоу, посвященного празднику морской авиации в городе Остров, разбился именно на этой машине. Уважаемые коллеги, сейчас мы проведем небольшой экскурс на проверку того, что находится внутри этой коробки. Значит, красочная коробка, которая сейчас радует Звезда однозначно своими хорошими художественными изделиями. Прекрасно показан истребитель, взлетающий как раз с палубы Адмирал Кузнецов, бортовой номер 80. Вот. Здесь фотография готовой модели, которую собирает именно сборщик, находящийся на компании Звезда. Вот. Здесь также производитель указывает, что модель может собрать не только в таком виде, но и в виде, в котором он базируется непосредственно под палубой авианосца, именно в ангарном помещении. Вот такая вот у нас здесь подробная инструкция. Хочу сразу предупредить, что подставка в данный набор не входит, ее там нету, но ее можно приобрести отдельно. Таким вот образом. Две основные ледниковые рамки, на которых находится
планер, основная часть модели истребителя. Хочу обратить ваше внимание на то, что я немножко не указал в своем начальном вступительном слове, что в отличие от строевых Су-27 сухопутных, здесь имеется так называемый ПГО. Это переднее горизонтальное оперение, которое помогает самолету, повышает его маневренные характеристики, помогает ему более безопасно взлетать и садиться на палубу авианосца. Модель повторяет ту же новинку Су-27, который вышел примерно 3 года назад. Ну, естественно, здесь указаны все отличия, которые непосредственно отличают Су-33 от Су-27. Вот. Воздухозаборники. Внутренняя часть воздухозаборников, силовые элементы, воздушный тормоз, элементы шасси. Все очень аккуратно отлито. Вот. На этой ледниковой рамке у нас тоже содержатся небольшие элементы обтекателей шасси, воздухозаборника, оперения. Есть стремянка, которая позволяет летчику подниматься в кабину самолета. Носовой конус, ванна кабины пилота, стабилизаторы, элементы шасси. Хочу отметить, что одним из конкурентов данной модели на рынке является модель фирмы Хасигава. Но вот модель Хасигава, во-первых, она будет раза в 2-2,5 дороже. К тому же у фирмы Хасигава почему-то носовой конус дан из 2 частей, который позволяет собирать их так. Но теперь есть и достойная конкуренция в виде очень хорошей модели за гораздо меньшие деньги. Вот. Здесь идет 2 литника, куда входит вооружение и сопла двигателя, фиксатор пламени, ракета воздух-воздух большой дальности, ракета малой дальности РД-73, а также противокорабельная ракета. Это, так сказать, основное вооружение морского истребителя, которое стоял вот на вооружении ВМФ России. Вот. В отдельном пакетике аккуратно упаковано это остекление, передняя часть кабины, задняя откидная часть и также фигура пилота в 72 масштабе. Один пилот, которого вы можете посадить спокойно в кабину, и один пилот, стоящий рядом на маленькой подставочке. Это очень сильно украшает модель. Может делать какие-то диорамные вещи, ну, в виде того, что как самолет находится на палубе авианосца. Ну и снабжена еще модель вот такой вот декалью. Декаль позволяет собрать 2 строевых самолета, находящихся на вооружении и в то же время на палубе авианосца. Ну, здесь можно поиграть с номерами, но нужно смотреть по конкретным фотографиям. О декалях я расскажу чуть позже. А сейчас я хотел бы уважаемых наших почитателей и зрителей ознакомить вот с такой моделью. Это тот же Су-33, которая фирма «Звезда» выпускала долгое время. Это являлось перепаковкой фирмы «Итальери». Вот. Я все показывать не буду. Я только хочу показать. Вот, пожалуйста, уважаемый зритель, уважаемые моделисты, можете сравнить. В этой руке у меня находится современная модель разработки, собственной разработки фирмы «Звезда». И вот модель, не то что она какая-то очень плохая, просто такие модели делали раньше. Можете сравнить просто качество литья, внутренняя тонкая расшивка, показывающая все узлы и элементы, навески, лючки, клеение капотов, и вот как это преподносилось и делалось раньше. Да, модель стала, конечно, дороже по сравнению с той моделью вот этой, но тем не менее качество, цена говорит само за себя, поэтому прогресс не стоит на месте, модели становятся лучше. Данная модель
производитель комплектуется вот такой вот декалью, я уже о ней немножко сказал. Но в нашем магазине есть декаль, которая позволит, это декаль от фирмы Бегемот, которая позволяет очень здорово и разнообразить ваши будущие модели. Декальный лист. Вот такой вот. Декальный лист. Традиционно декали фирмы Бегемот отличаются хорошей печатью, но одним из больших плюсов данной декальной фирмы является вот такой вот шикарный лист с различными вариантами окраски. Здесь можно, используя эту декаль, можно не только собрать те 3 варианта, которые дает производитель, но также собрать машины, которые не являлись поначалу. Сейчас мы ее найдем. Вот, например, машина. Это одна из первых прототипов, которая еще не имеет складывающегося крыла, не имеет переднего горизонтального оперения. Но самолет уже имел усиленный планер, усиленное шасси и зацепное устройство в виде гака. Кроме того, в данной декалях есть вот тот самый, я бы сказал, печально известный вариант. Это номер 15. Именно тот самый непосредственный самолет с бортовым номером 70, на котором погиб генерал-майор авиации Тимур Бакидзе. Великолепные наборы. Можно очень хорошо разнообразить вашу модель. Единственное, хотел бы ваше внимание еще заострить на том, что у Су-33 не было четкой камуфляжной схемы. Эти камуфляжные пятна в разной последовательности наносились на заводах, на авиаремонтных заводах, потому что 26 единиц всего было построено. 5, по-моему, 4 самолета было потеряно в результате летных аварий, в том числе 70-й номер. Многие самолеты модернизировались, а некоторые самолеты, по-моему, 2 самолета модернизировались дважды. Вот, уважаемые коллеги, заканчивается наша сегодняшняя с вами встреча. Она была посвящена обзору новинки в 72-м масштабе от фирмы «Звезда». Это палубный истребитель Су-33. Я также познакомил вас с декальным набором, которым можно усовершенствовать и улучшить вашу модель. С вами был Павел, магазин «Мир модели». Всего вам наилучшего. До новых встреч.